Всем привет! Это канал Мевеле, и сегодня мы вам расскажем про проявку пленки в домашних условиях. Дом мы проявляли как ИЧБ пленки, так и цветные пленки по процессу C41, но сейчас мы используем пленку, которая проявляется по процессу ECN2. Вкратце говоря, это процесс, который используется для проявки цветной кинопленки кодек, но давайте обо всем по порядку. Во-первых, это стандарт кодек. ECN расшифровывается как Eastman Color Negative, и ECN2 был разработан в 70-е годы прошлого века компанией Kodak в ответ на потребности киноиндустрии того времени. До этого цветная кинопленка проявлялась по процессу просто ECN, то есть первая версия, а ECN2 уже включал в себя всякие улучшения, оптимизацию этого самого процесса. ECN2 продолжает использоваться в киноиндустрии и считается надежным и проверенным временем стандартом. Многие современные фильмы снимаются на пленке и сейчас, которые в дальнейшем проявляются по этому процессу. Мы фотографируем на Kodak Vision 3. Это кинопленка, которая проявляется по ECN2, имеет широкую цветовую гамму, которая позволяет с высокой точностью воспроизводить цвета, высокую детализацию и широкий динамический диапазон, а также возможность контролировать цветовую температуру за счет наличия вариантов для дневного света и для света от ламп накаливания. Сам ECN2 предлагает высокую стабильность процесса проявки, позволяя получать предсказуемые результаты, что очень важно для кинематографа, где используют километры пленки. Одной из особенностей процесса ECN2 является этап смыва сажи, который используется в Kodak Vision 3 для защиты пленки от механических повреждений, брака из-за статического электричества или паразитных переотражений и прочих артефактов. Но об этом, если вам интересно, вы можете почитать в интернете, а мы перейдем непосредственно к проявке пленки. Для проявки мы использовали набор аналог от российского производителя, на сайте которого указано, что их набор является эквивалентом лабораторного профиля ECN2 модуль 7. На самом деле в наборе отсутствует стоп-ванна после проявителя. И я сразу скажу, что далеко не все кадры получились идеальными, на многих из них есть нежелательные ореолы, Ну что это, блядь? которые по сути испортили нам кадры. Но сейчас мы точно не знаем, в чем могла быть проблема, и порассуждаем об этом чуть позже. У нас было два компонента проявителя, один отбеливатель, один закрепитель, один стабилизатор и реагент для смывки сажи. Это все нужно развести в тех кондициях, которые указаны в инструкции нашего набора. Наши растворы готовы. Для любой цветной пленки, неважно, кинопленка это или фотопленка, очень важным аспектом является правильная температура этих самых растворов, которые будут использоваться в процессе проявки. В инструкции нашего набора проявитель, отбеливатель и закрепитель должны быть с температурой 41,1 градуса. Для смывки сажи и стабилизации хватает 25 градусов. Многие используют специальные приборы для поддержания температуры. Например, у SunSteel есть специальный погружной термостат. Можно также попробовать аналогичные кухонные сувиды, либо полноценные проявочные машины. У нас нет ни того, ни другого, ни третьего. Пока наши растворы доходят до нужной температуры, нам нужно перемотать пленку в специальный бачок, где и будет происходить магия вне Хогвартса. Первый этап – смывка сажи. Делаем все по инструкции, время и режим агитации. В случае промывки агитировать нужно постоянно. После этого возвращаем раствор в свою емкость, а бачок с пленками промываем водой до полного очищения от сажи. После этого следует проявитель. Строго следим за температурой, заливаем в бачок, засекаем время и агитируем по инструкции. Возвращаем в свою емкость сам раствор и промываем водой бачок с нашими пленками. Следующий идет отбеливатель. Он характерно синего цвета. Все как обычно. Температура, время, схема агитации. По окончании процесса возвращаем раствор в свою емкость, бачок с пленками промываем водой. Закрепитель, он же фиксаж. Залили, покрутили, перелили, промыли. Остался последний этап
это стабилизация. После этого, как обычно, промывка водой. В нашей инструкции написано, что финальная промывка должна проводиться дистиллированной водой. Мы промывали обычной. Все время проявки не забывайте следить за температурой. А также советуем подписать все баночки, чтобы ничего не перепутать. После всех манипуляций вы можете достать аккуратно свои пленки и повесить их сушиться. Как я говорил ранее, не все кадры у нас получились. Вот примеры плохих результатов. Причин может быть множество, и сейчас мы попробуем в них разобраться. Во-первых, процесс проявки цветной кинопленки в принципе сложный, а ECN2 вообще обычно проявляют на больших промышленных машинах. Во-вторых, сложность поддержания температуры в домашних условиях, особенно температуры раствора, который уже используется в бочонке, либо проблема с аналоговыми градусниками, такой как у нас, которые показывают меньшую температуру, когда он не полностью погружен в раствор. И из-за этого могут быть погрешности в температуре, которые влияют на итоговый результат. Агитация. Кто-то агитирует просто прокручивая катушки с пленками, а кто-то агитирует полностью переворачивая весь бачок. От методов агитации могут зависеть процессы проявки, потому что они влияют на скорость химических реакций. Но я думаю, что возможной главной причиной является отсутствие стоп-ванны в нашем наборе, и мы не сделали его аналог или не купили его. Но в официальной инструкции Kodak или у аналога типа Bellini в наборе есть стоп-ванна. У набора QWD стоп-ванны в наборе нет, но там написано, что она должна быть, и вы можете ее сделать сами или купить аналог. В наборе SignSteel стоп-ванна совмещена с отбеливателем, и это тоже написано на сайте, но в нашем наборе этого нет. Я сомневаюсь, что там совмещенные растворы. И вообще на сайте производителя нашего набора встречаются упоминания о прерывателе, но в самом наборе его нет, и ни в одном наборе у нас таких было 3, и ни в одном из них его не было. Также могло влиять то, что мы использовали обычную воду, которая содержит минералы и другие примеси, которые могут влиять на качество растворов. В итоге вот что у нас получилось. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно, и если вы решите заняться проявкой в домашних условиях, то ищите информацию в разных источниках, делайте все по инструкции и старайтесь не повторить в том числе и наши ошибки. Спасибо и до свидания.